Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Кубатов, и я рад вам представить 11-й выпуск видеожурнала HairSet. Я поздравляю всех парикмахеров с наступающим 8 марта, Международным днем парикмахера по зарабатыванию денег на клиентах, которые готовятся к празднованию Дню феминисток. Хотя сейчас его принято называть Международным женским днем. И в честь этого прекрасного дня мы подготовили для вас подарок. Сегодня мы вам покажем 4 сюжета. Первый. В данном сюжете любимец всех женщин России Виктор Уксусов покажет вам классическую форму стрижки, выполненную на средней длине волос. Второй. Вечерняя прическа, которую выполнит мастер международного класса Наталья Арапай. Третий. По вашим многочисленным просьбам мы открываем новую рубрику в нашем журнале «Фундаментальные знания». В данных сюжетах я буду рассказывать и показывать вам основы парикмахерского искусства. Я постараюсь донести до вас максимальную информацию и развеять мифы, которые ходят в интернет-сети и пишутся в книгах, которые в основном связаны с низким уровнем образования. В данном видеожурнале мы обсудим влияние направления проборов на стрижку и о том, какие особенности они несут при их применении. Четвертый. Мы открываем рубрику «Ваши работы». В данной рубрике мы будем показывать присланные вами видео. И сегодня вы увидите стрижку, которую выполняет Олег Максак. А теперь о главном. С января мы начали конкурс, в котором участвуете вы, наши зрители. И в прошлом выпуске первой правильно ответила на наш вопрос Петричка Снежанна из города Николаева, Львовской области. Смотрим ее ответ. Легкие кудряшки с помощью диффузора. И на самом деле мои свои волосы очень прямые. То есть, как бы действительно, вот сейчас у меня волосы мокрые. Вот я, наверное, их минут 15 с ними походила в полотенце. И видите, они у меня как бы практически не кудрявые. Вот. Но я вам сейчас покажу, как я делаю. В принципе, у меня достаточно много. То есть пенку, в принципе, не жалеем. Переворачиваем так вот волосы, так вот делаем. И начинаем так вот делать такие легкие кудряшки руками с помощью пенки. Так вот. Корням тоже, чтобы небольшой объем был. Вот. Включаем и волосы одеваем, так скажем, на диффузор и вот так вот сушим. Я включаю на самый сильный режим, точнее у меня их два, но включаю на второй. Что вот такая вот причесочка у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока! В этом видеожурнале мы разыгрываем коклюшкообразный термический брашинг компании Denman. Вопрос смотрите в конце выпуска, а сейчас смотрите мастер-класс Виктора Уксусова. Зона стрижем вертикальными проборами с оттяжкой пряди 90 градусов по отношению к касательной.
Горизонтальными проборами задаем уровень линии окантовки. Фронтальными диагональными проборами соединяем затылочную и височные зоны, задавая желаемый уровень градуировки. Все волосы тянем к первой контрольной пряди, задавая уменьшение градуировки к лицу. Высушив волосы феном, выполняем проверку стрижки. Задаем линию окантовки. Челку стрижем мелким точечным срезом, задавая необходимую форму. Высушиваем волосы теменной зоны, хорошо прорабатывая утюжком для волос.
Срезаем контрольную прядь с углом оттяжки 90 градусов по отношению к касательной головы. Прядь простригаем на 2 см длиннее, чем волос в средней затылочной зоне. Все волосы попрядно подтягиваем к первой контрольной пряди и состригаем, ориентируясь на нее. В случае необходимости дорабатываем линию окантовки. Разделяем волосы на две части. В затылочной зоне по центральному пробору, во фронтальной зоне диагональным пробором. Работу начинаем от диагонального пробора. Выделяем треугольник у лицевой зоны, разделяем его на две равные части и выполняем плетение из двух прядей по всей зоне без сильного натяжения волос. Пряди должны быть равномерные по плотности, тонкие. Рисунок плетения создается по краевой роста волос. На макушке волосы распределяем радиальными проборами. Концы пряди начесываем и фиксируем лаком средней фиксации. Выделяем треугольник у лицевой зоны, разделяем его на две равные части и выполняем плетение из двух прядей по всей зоне без сильного натяжения волос. Пряди должны быть равномерные по плотности, тонкие. Рисунок плетения создается по краевой роста волос. На макушке волосы распределяем радиальными проборами. Концы пряди начесываем и фиксируем лаком средней фиксации. Выпускаем пряди из косы, создавая желаемый рисунок и текстуру прически. Параллельно фиксируем каждую прядь лаком средней фиксации. Таким образом прорабатываем все волосы кос.
Концы кос прячем внутрь прически, фиксируя невидимками. В данном сюжете мы рассмотрим влияние направления проборов на стрижку. В практике применяется 7 видов направления проборов. Вертикальные, горизонтальные, диагонали фронтальные, диагонали обратные, радиальные, вращающиеся и плавающие. Вертикальные проборы используются в основном для создания градуированных прогрессивных форм. Основной особенностью вертикальных проборов является отсутствие массивной линии, хотя ее можно сделать при большом желании. Главное, необходимо запомнить, что чем длиннее волосы, тем более плавающую линию объемов будут давать данные проборы. За счет именно этой особенности их в основном применяют для стрижки коротких волос, особенно в мужских формах, а также при создании прогрессивных форм стрижек. Горизонтальные проборы используются для создания стрижек с ярко выраженной линией массы. В редких случаях данные проборы используются для создания прогрессивных форм. Стрижка на горизонтальных проборах всегда отличается четкой линией окантовки, если ее дополнительно не прорабатывать текстурирующими срезами или активной филировкой. В принципе, среди мастеров высокого класса является наивысшим качеством стрижки, которая выполнена только горизонтальными проборами при помощи прямого среза и без использования филировки. Диагональные проборы, или как их еще называют фронтальные диагонали, это соединение особенностей вертикали и горизонтали. Диагональные проборы идеальны для использования градуированных форм стрижек с ярко выраженной линией массы. Также главной особенностью фронтальных диагональных проборов является уменьшение уровня градуировки к лицу, а также небольшого удлинения стрижки по направлению движения диагонали вниз. Обратные диагональные проборы, или как их еще называют обратная диагональ, являются аналогом фронтальной диагонали. Применяются для создания градуированных и массивных форм. В редких случаях могут применяться для создания прогрессивных форм. Особенностью обратной диагонали является увеличение объема и удлинение формы к затылку, то есть по линии движения диагонали вниз. Радиальные проборы – это проборы, которые исходят из наивысшей точки головы или точки наклона. Применяются данные проборы для создания равномерных и прогрессивных форм стрижек. Основной особенностью радиальных проборов является то, что у стрижек, выполненных на данных проборах, полностью отсутствует линия массы.
Разворачивающиеся, или как их еще называют, вращающиеся проборы. Это проборы, которые имеют одну точку схода, но в отличие от радиальных проборов, данная точка может находиться в любом месте схемы стрижки в зависимости от желаемого эффекта. Особенностью данных проборов является получение внешней и внутренней градуировки серпообразной формы. Именно из-за этой особенности данные проборы являются идеальными для создания ножки при стрижке каре, а также при создании вогнутых линий стрижки лесенка. Плавающие проборы, по большому счету, это современные горизонтальные проборы, и в принципе именно так они в основном применяются, хотя при большом желании вы можете их использовать намного обширней. Основным положительным характером плавающего пробора является то, что вы его выделяете по направлению, четко повторяющему направление линии окантовки блока или стрижки. Идеально подходит для зон, где вам необходимо создавать линию окантовки сразу в стрижке, особенно при оттяжке пряди в свободном падении. В данной рубрике мы очень долго думали, стоит ли делать озвучку, и пришли к мнению, что оставим это видео в игровой форме без объяснения техники. Тем более, что данная техника больше подходит под слово «интуитивная». А значит, и описание будет намного меньше иметь эффекта, чем просмотр. Уважаемые коллеги, если у вас есть информация, которой вы хотите поделиться, присылайте нам ваши мастер-классы, и мы будем их выставлять в наш видеожурнал. Основные условия – информативность ролика и качество съемки.
Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы ВКонтакте и Facebook. И не забывайте ставить лайки, они нам очень важны. Оставляйте свои комментарии на сайте Hair Club, и мы на них обязательно ответим. Для более глубокого изучения материалов, представленных в журнале Hair Set, рекомендуем продукцию, представленную в нашем магазине HC Shop. А теперь вопрос. При помощи какого окислителя мы получим сильное осветление, блондирующим порошком и минимальное повреждение волос? Ответы принимаются только в видеоформате. Снимите свой ответ на камеру или телефон и пришлите нам на YouTube, Facebook или ВКонтакте. Первым, кто правильно ответит на вопрос, получит в подарок термический керамический брашинг компании Denman. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске.